Один мельник оставил 3 своим детям в наследство только мельницу, осла и кота. Они скоро поделились. Старший получил мельницу, средний осла, а самому молодому достался только кот. Младший никак не мог утешиться таким жалким жребием. «Мои братья, — говорил он, — заработают себе на хлеб, если будут жить вместе, а мне, когда я съем своего кота и сделаю себе муфту из его шкурки, придется умереть с голоду». Кот слышал это рассуждение, но не подал и виду, и сказал ему степенным и важным голосом: «Не огорчайтесь, хозяин, а лучше дайте мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы можно мне было ходить по кустарникам, и тогда вы увидите, что ваша судьба не так уж плоха, как вы полагаете». Хотя хозяин кота не очень-то положился на его слова, но все же вспомнил, как кот ловко изворачивался, когда нужно было ловить крыс или мышей. То он висел вниз головой, то прятался в муку и притворялся мертвым, и подумал он, что, может быть, кот и поможет ему в его горестях. Как только кот получил все, что просил, он надел сапоги, молодец молодцом, перекинул себе мешок через плечо, бечевки взял в передние лапы и отправился в одно место, где водилось многое множество кроликов. Положил он в свой мешок отрубей заячьей капусты, да и растянулся словно мертвый, поджидая какого-нибудь молодого кролика, плохо еще знакомого с хитростями белого света, который бы сунулся в его мешок полакомиться тем, что там было. И только что он улегся, как все случилось к его удовольствию. Молодой, легкомысленный кролик полез в мешок, и тут господин кот затянул бечевку, схватил кролика и убил его без милосердия. Весьма гордый своей добычей, он направился во дворец и потребовал, чтобы его допустили к королю. Его ввели в покой его величества. Там он, отвесив низкий поклон королю, сказал: «Вот, государь, кролик из садка господина маркиза де Карабаса. Это имя он сам придумал своему хозяину. Он мне приказал поднести вам его от своего имени». «Скажи своему хозяину, — ответил король, — что я его благодарю и очень доволен». В другой раз кот спрятался во ржи, раскрыл свой мешок, и как только 2 куропатки в него вошли, сейчас же потянул веревку и поймал ту и другую. Он тотчас же отправился к королю и поднес ему птиц, как первый раз поднес кролика. Король с удовольствием взял куропаток и велел дать ему на чай. Прошло 2 или 3 месяца, и кот время от времени приносил королю дичь, которую будто бы убивал на охоте его хозяин. И вот однажды узнал он, что король едет на прогулку по берегу реки вместе со своей дочкой, самой красивой принцессой в мире. Тогда он сказал своему хозяину: «Если вы послушаетесь моего совета, вы будете счастливы на всю жизнь. Вам нужно только пойти искупаться в речке, а остальное я сам все сделаю». Маркиз де Карабас сделал так, как ему посоветовал кот, даже не догадываясь, на что это нужно. В то время, как он купался, проезжал король, и кот принялся кричать изо всех сил: «На помощь! На помощь! Маркиз де Карабас тонет!» Король на крик высунул голову из кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему дичь, приказал своей страже тотчас же отправиться на помощь господину маркизу де Карабасу. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот, подойдя к карете, сказал королю, что в то время, как его хозяин купался, явились разбойники и украли всю его одежду, хоть он кричал изо всей силы: «Разбой, разбой!» А на самом деле он спрятал ее под большим камнем. Король сейчас же приказал офицерам своего гардероба достать одно из лучших платьев для господина маркиза де Карабаса. Король осыпал его ласками, а так как прекрасные одежды, которые ему дали, оказались очень ему к лицу, он ведь был красивый и стройный малый, то он пришелся королевской дочке по вкусу, и стоило маркизу де Карабасу разика 2 посмотреть на нее весьма почтительно и довольно нежно, как она влюбилась в него без памяти.
Король пожелал, чтобы он вошел в его карету и принял участие в их прогулке, а кот, в восторге от того, что его выдумка начинает удаваться, побежал вперед и, увидав крестьян, которые косили на лугу, сказал им: «Смотрите, добрые люди, если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит господину маркизу де Карабасу, то вас всех изрубят, как начинку для пирога». Король подъехал и спросил у косцов, чей это лук. «Это лук господина маркиза де Карабаса», — ответили те в один голос, потому что кот напугал их своими угрозами. «У вас здесь хорошее имение», — сказал король маркизу де Карабасу. «Истинная правда, государь», — ответил маркиз. «Каждый год на этом лугу прекрасный сенокос». Кот побежал дальше, встретил жнецов и говорит им: «Смотрите, люди добрые, если вы не скажете королю, что хлеба принадлежат господину маркизу де Карабасу, то вас всех изрубят, как начинку для пирога». Король, который подъехал через минуту, захотел узнать, чьи это хлеба. «Господина маркиза де Карабаса», — отвечали жнецы, и король опять порадовался вместе с маркизом. Кот бежал впереди кареты, и всем, кого он встречал, говорил одно и то же, так что король был удивлен, что у маркиза де Карабаса столь обширные владения. Наконец, господин Кот прибежал к прекрасному замку, хозяин которого был людоед. Этот людоед был страшный богач, и все эти земли, через которые проезжал король, принадлежали ему. Кот разузнал, кто был этот людоед и что он умел делать, и попросил, чтобы его провели к нему, так как он, по его словам, не хотел пройти мимо, не засвидетельствовав хозяину замка своего почтения. Людоед принял его со всей вежливостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть. «Меня уверяли, — сказал кот, — что у вас есть дар обращаться в любое животное, что вы можете, например, обратиться в льва или слона». «Это верно, — ответил людоед грубым голосом, — и чтобы вы не сомневались, вы увидите, как я обращусь сейчас в льва». Кот был так перепуган, увидав перед собой льва, что в одну секунду оказался на водосточной трубе, правда не без труда и опасности, так как он был в сапогах, а в них не так-то просто лазить по крышам. Через несколько времени кот, видя, что людоед снова обратился в человека, спустился, признавшись, что он немало-таки напугался. «Меня уверяли еще, — сказал кот, — но я никак не могу поверить, что у вас есть также дар обращаться в самых маленьких животных, например, в крысу или мышь. Должен признаться, я считаю это совершенно невозможным». «Невозможным?» — переспросил людоед. «А вот вы увидите». И в ту же минуту он обратился в мышь, которая забегала по полу. А кот, как только ее увидал, бросился на нее и съел. Тем временем король, который, проезжая, обратил внимание на прекрасный замок людоеда и захотел осмотреть его. Кот услыхал, как гремит карета, переезжая подъемный мост, бросился навстречу и сказал королю: «Добро пожаловать, ваше величество, в замок господина маркиза де Карабаса». «Как, господин маркиз!» — воскликнул король. «Этот замок тоже ваш? Ничего не может быть красивее этого двора и окружающих строений. Пойдемте-ка внутрь, пожалуйста». Маркиз подал руку юной принцессе, и они последовали за королем, который шел впереди. Они вошли в громадный зал, где было приготовлено великолепное угощение для друзей людоеда, которые собрались к нему в этот день в гости, но не посмели войти, узнав, что приехал король. Очарованный достоинствами господина маркиза де Карабаса, так же, как и его дочка, которая была от маркиза без ума, и видя, какой он богач, король сказал ему, осушив 5 или 6 кубков: «Коли вам охота, господин маркиз, так будьте моим зятем». Маркиз с глубоким поклоном поблагодарил за королевскую честь и в тот же день женился на принцессе. А кот
стал очень важным барином и охотился с той поры на мышей только для развлечения.